Хотелось бы сегодня сделать обзор на поединки одного очень известного и титулованного спортсмена, мастера спорта международного класса Романа Филиппова. Ведь Роман Филиппов произвел фурор на последнем турнире Лиги AMC. Но давайте вернемся немного к истории, ведь это не первый турнир Романа, в котором он боролся за победу в Лиге. Вспомним, к примеру, турнир, который прошел в Красноярске. На этом турнире был космический звездный состав спортсменов, и вся эта звездная команда сражалась за первое место в категории 95. Тогда Роману было непросто, у него было много тяжелых поединков. В одной из схваток ему попался Сергей Богословов. Он навязал ему свою борьбу, но, к сожалению, проиграл. Также на этом турнире он боролся с Маратом Айбазовым, у которого он тогда выиграл. После чего Марат Айбазов вернулся в строй, и через один турнир он стал чемпионом в категории 105 кг. Роман боролся с таким именитым спортсменом, как Ибрагим Сагов, многократным чемпионом лиги AMC. Ему удалось даже развернуть ему кисть, но все же по итогу он проиграл. Тогда, к сожалению, несмотря на свою хорошую форму и выносливость, Роману не удалось попасть даже в тройку. Но на последнем AMC Роман привез новую форму. Он показал действительно уникальную борьбу. В чем зрелищность его борьбы? То, что на самом деле в своем первом поединке, когда он зарубился с Вадимом Олейниковым, он не стал долго бороться. Чувствовалось, что после попытки пройти Вадима, он понял, что легкого поединка здесь не будет, и видно было, что до конца бороться Роман не стал. Он пропустил Вадима вперед и пошел по нижней сетке. То есть и там уже каждый поединок, то есть, был не на жизнь, а на смерть. Первым поединком он попал на Максима Цирюльникова. Максим очень серьезный спортсмен, он выступал в категории 110 килограмм. Дальше Роман попадает на Беку Тавберидзе, брата Зураба Тавберидзе, и тоже в затяжной борьбе его побеждает. А тем временем его уже в полуфинале поджидает Вадим Олейников. Вадим Олейников уже настраивается на полуфинал, он уверен в своих силах, но Роман Филиппов останавливает его, затягивает в свою борьбу, постепенно переводит борьбу на свою половину стола и одерживает победу и выходит в финал на Марата Мамхегова. Знаете, когда вот в финал выходит без поражения, когда у тебя 2 поединка в запасе, это тоже чуть расслабляет. Я думаю, это чуть расслабило Марата. Судейский захват на центре. А Роман понимал, что все, это единственный шанс, что другого шанса не будет. Да, видишь. Вновь накал эмоций. Буквально сантиметры остаются до подушки. Посмотрите, какой упорный поединок. Марат понял, что не добит, зашел трицепс. Пытается добить трицепс. Локоть Романа пока на месте. Но судья замечает. Посмотрите, какой поединок. Мне кажется, этот поединок Выжидание перед... заслуживает звания лучшего поединка вечера. Очень зрелищный поединок, дорогие друзья. Вот посмотрите. Очень зрелищно. Быстро не получилось. Посмотрите, что делает Роман. Ты посмотри, какой поединок, какая победа. Забирает кисть соперника и одерживает победу. Он выигрывает первый поединок и тем самым переводит это противостояние до суперфинала. И в суперфинале, опять же, в тяжелейшем поединке противостоянии, когда все решает только сила характера и выносливость, он одерживает победу. Ну что, Романа остается только поздравить. Он показал великолепную борьбу, и теперь посмотрим, удастся ли Роману защитить титул чемпиона AMC на следующем турнире.